Сегодня мы в одном из самых красивых городов Австрии – Зальцбурге. Он расположен на берегах реки Зальцах среди высоких Альп в 300 километрах от Вены. Это четвертый по величине город Австрии. Название Зальцбург означает «соляная крепость». На протяжении почти всей своей истории регион Зальцбург существовал за счет добычи и продажи соли. Таким образом, город обогатился, и в нем были построены величественные здания. Старый город расположен на левом берегу Зальцаха, на узкой полосе между рекой и скалистыми горами. Идем по улочкам Зальцбурга. Дома старые, но хорошо отреставрированы. Это постройки 15, 16 и 17 веков. Подходим к церкви Каэтанер или церкви святого Каэтана. Здание в стиле итальянского барокко 17 века расположено на площади Каэтанер-Плац. Церковь, построенная по проекту архитектора Джованни Зукали, впечатляет своим величавым куполом. Сегодня комплекс зданий бывшего монастыря функционирует как больница. Зальцбург – богатый туристический и культурный центр. Город небольшой, около 155 тысяч жителей. Здесь нет суеты, как в мегаполисах вроде Вены. Жизнь течет размеренно и предсказуемо. Тут очень низкий уровень преступности, на улицах безопасно в любое время суток. Местные жители, особенно старшее поколение, сдержаны, придерживаются традиций и закрыты для новых знакомств. Круглый год в городе проходят концерты классической музыки, а летом знаменитый Зальцбургский фестиваль. На одной из гор Зальцбурга, на высоте около 130 метров, находится крепость Хоензальбург, самый заметный объект в городе. Огромную крепость хорошо видно со всех сторон. Подняться на нее можно пешком или на фуникулере. Хоензальцбург – одна из крупнейших старинных крепостей Европы. Название ее переводится как «Высокий Зальцбург». С крепостных стен открывается прекрасный вид на город. Крепость должна была защитить богатое княжество от нападения врагов. Но в течение долгой истории эту крепость никто так и не решился захватить. Однако она без боя сдалась Наполеону. Правда, тогда крепость уже утратила свое оборонное значение. В центре города, на площади Капитель-Плац, рядом с кафедральным собором, виден оригинальный памятник – огромный золотой шарик со статуей человека наверху. Это памятник шоколадной конфете. А человек на золотом шаре – кондитер Пауль Фюрст, создатель известных конфет Моцарт Кюгель. Рядом расположены огромные шахматы с наземной доской размером 5 на 5 метров и фигурами до 1,5 метра высотой. Вот мы на площади Домплац и видим кафедральный собор, построенный в начале 17 века, на месте прежнего сгоревшего церковного здания. Он стал первым барочным собором в немецкоязычных землях. У входа нас встречают святой Павел и Петр. Около дверей также установлены статуи покровителей города, святых Руперта и Вергилия. Высота башен почти 80 метров. Теперешнее здание потрясает огромными размерами и вмещает 10 тысяч человек. Сейчас мы вышли на огромную центральную площадь старого города Резиденц-Плац. Облик этой площади сформировался в начале 17 века в ходе перестройки города под руководством итальянских архитекторов. Фонтан Резиденц-Брунен расположен в самом центре площади. Он создан в 1661 году в стиле итальянского ренессанса. Посреди фонтана изображена скала, с 4 сторон от которой находятся морские кони. Вместо копыт у них ласты. Старая резиденция архиепископа находится на западной стороне площади. Она построена в 1619 году. Роскошные внутренние интерьеры создавались вплоть до середины 18 века. На третьем этаже находится музей-галерея резиденции, собрание средневековой европейской живописи. А новая резиденция расположена напротив старой резиденции. Первоначально она была гостевым домом епископа. На башне новой резиденции установлены старинные часы и 35 колоколов. Благодаря близости гор из города можно быстро добраться до пешеходных маршрутов, велосипедных дорожек и горнолыжных трасс. В Зальцбурге отличный общественный транспорт, чистые улицы, развитая медицина и качественное образование. Здесь сильная экономика за счет туризма, сферы услуг, современных технологий и промышленности. Но для успешной карьеры критически важно знание немецкого языка. В то же время Зальцбург – один из самых дорогих городов Австрии. Цены на аренду жилья, покупку недвижимости и рестораны здесь заметно выше среднего по стране. Мы подошли к кондитерской Пауля Фюрста. Вспомните человека на шаре. Этот кондитер в конце 19 века создал оригинальные конфеты в виде шариков из темного шоколада с нугой, фисташковым марципаном внутри и профилем Моцарта на обертке. Конфеты называются Моцарт Кюгель.
Кстати, подлинные конфеты можно купить лишь в кондитерской Фюрста. Каждая такая конфета делается вручную по технологии, придуманной еще в 1890 году. Впереди видим старую ратушу Зальцбурга. Это историческое здание XIV века, расположенное на Ратушной площади. Оно украшено фасадом в стиле рококо, арочной колоннадой и изящной часовой башенкой. В здании до сих пор работает городской совет и находится мэр. Далее видим Коллегиенкирхе, бывшую университетскую церковь, построенную в 1707 году. Сейчас она находится на реставрации. В здании расположен музей, а рядом находится местный рынок. Поскольку главные улицы в городе идут параллельно, а застройка на улицах плотная, то для того, чтобы быстрее перейти с одной улицы на другую, существуют поперечные проходы. И мы сейчас пройдем через такой проход. Здесь, как правило, красивые магазинчики, ювелирные лавочки и тому подобное. Выходим на Гетрайдегассе, старинную улицу, идущую через весь старый город. На этой улице находится дом желтого цвета, в котором в 1756 году родился Вольфганг Амадей Моцарт. Сейчас здесь музей. В этом доме Моцарт провел свои детские годы. Музыкальный гений прожил всего 35 лет. Скорее всего, он скончался от распространенной в те годы чумы. Многочасовый музыкальный труд с малолетства и скудная жизнь в многодетной семье существенно подорвали здоровье гения. На улице Гетрайдегассе в средние века жили самые богатые купцы из Зальцбурга. Позже стали селиться чиновники, судьи, казначеи и врачи. Гетрайдегассе – одна из самых красивых улиц Зальцбурга, сохранившая свой исторический облик. Именно здесь лучше всего чувствуется местная средневековая атмосфера. В конце улицы Гетрайдегассе, у подножия горы Мёнхсберг, видим церковь Святого Блазиуса, старейший памятник готической архитектуры города, построенный в середине XIV века. Эта церковь служила больничным храмом при гражданском госпитале. И вот выходим к аббатству Святого Петра. Его основал святой Руперт около 690 года. С него началось развитие города. До сих пор здесь действует мужской монастырь. Собор Святого Петра в аббатстве построен в 1143 году. Прочие здания аббатства в 17-18 веках. Побывав в Зальцбурге, я был особенно впечатлен его огромными средневековыми сооружениями. А что понравилось вам?